В новогодние дни своим диванным подушкам можно добавить немного праздничного настроения. Я покажу, как можно сделать такую вышивку без особых вышивальных навыков. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Для начала я нарисовала схему самой подушки и схему вышивки. Шаблоны можно будет скачать по ссылке в описании под этим видео. В качестве основы я взяла тонкий мебельный велюр и вырезала из него квадрат размером 48 на 48 сантиметров. Шаблон вышивки подрезаю по осевым линиям, чтобы потом его было удобно прикладывать к намеченным линиям. На детали размечаю осевые линии, а также центр. Чтобы переводить схему вышивки на ткань, делаю на ней проколы шилом. Проколы делаю в тех местах, где будет начало и конец каждого листочка. У меня специальный маркер для тканей, намеченные линии которого через пару минут исчезают. Этим маркером переношу на ткань точки в местах проколов. А затем мелом намечаю центральные линии каждого листочка. Получается вот так. Таким же образом переношу рисунок на каждую четверть. Получился вот такой рисунок. Вышивать я буду атласной лентой. Ее ширина 12 мм. Игла должна быть с длинным отверстием, чтобы в нее можно было заправить ленту без особых усилий. Подрезаю конец ленты под углом и протягиваю в ушко иглы. Отрезаю ленту, оставляя примерно 1 метр. Конец ленты опаливаю, это предотвратит ее осыпание. А еще это даст возможность закреплять ленту, не делая никаких дополнительных узелков на изнаночной стороне. И начинаю вышивку. Прокалываю с изнаночной стороны в точке начала любого листка. Затем укладываю ленту, располагая ее по меловой линии. И протыкаю ее по центру в точке конца листка. Аккуратно протягиваю ленту на изнаночную сторону. Затем слегка подтягиваю, чтобы кончик листка приобрел заостренную форму. Следите за тем, чтобы лента прилегала к ткани, но при этом не затягивала ее. Точно так делаю и все последующие листочки. И здесь хочу сказать, что все вышивальные работы должны быть на пяльцах. Это как непреложное правило вышивальщиц, которое я сразу же нарушила. Просто мои пяльцы не сразу захотели, чтобы я их нашла, но я была настойчива. В общем, конечно же, вышивку нужно выполнять на пяльцах. Это не только упростит, но и сделает работу в итоге качественной. В итоге получилось вот так. Из хлопчатобумажной ткани вырезала квадрат того же размера, то есть 48 на 48 сантиметров. Укладываю его вниз и соединяю две детали по периметру ручными стежками. Можно это сделать и на швейной машине.
Вот такие бусины диаметром 12 мм я буду пришивать, ориентируясь по схеме. Пришиваю толстыми нитками в цвет бусин. И теперь вышивка готова. Чехол подушки с вышивкой я буду делать съемным и на застежке молнии. Вы же можете просто вырезать вторую деталь, сшить и заполнить наполнителем. А я дальше покажу, как пошить съемный чехол. Вырезала две детали с размерами 17 на 48 и 35 на 48 сантиметров. Точно такие детали вырезала из хлопчатобумажной ткани. У меня рулонная молния, на которую нужно надеть бегунок. На конце немного разделяю звенья и насаживаю бегунок. А затем растягиваю края молнии. И все готово. На деталь с размером 35 на 48 сантиметров настрачиваю одну часть молнии. Молния не доходит до края примерно 1,5 сантиметра. В конце молнию отрезаю, также не доходя 1,5 сантиметра до края. И теперь в ту же строчку пристрачиваю деталь из хлопчатобумажной ткани. Молния при этом располагается между тканей. Теперь детали отгибаю в одну сторону, а молнию в другую и прокладываю строчку. Точно так пришиваю вторую часть молнии. Но отделочную строчку делаю по-другому. Из ткани верха делаю наплыв так, чтобы сгиб закрывал молнию. А на расстоянии примерно 4 см от начала и конца молнии намечаю меловые линии. Строчку начинаю прокладывать на расстоянии 1 мм от сгиба ткани. При этом верхний слой ткани должен заходить на нижний слой, то есть внахлёст. На меловой отметке разворачиваю строчку на 90 градусов и поднимаюсь примерно на 2,5 см.
Затем опять разворачиваюсь и прокладываю строчку до следующей меловой отметки. Потом опять разворачиваюсь и, не доходя 1 мм от сгиба, снова разворачиваюсь. И на этом участке настрачиваю верхний слой на нижний. Застежка готова. Теперь нужно немного подрезать края и подогнать подкладку под размеры верха. Из ткани верха вырезала квадрат размером 7 на 7 см. Складываю его, заводя срезы друг на друга, и прокладываю строчку посередине. На одном из срезов детали с вышивкой нахожу середину. По этой метке настрачиваю получившуюся детальку. Она будет закрывать стык вот такого шнура, который будет располагаться в шве чехла. Это витой шнур, который подходит для втачивания в швы и выглядит как кант. Для него использую специальную лапку. Настрачиваю шнур по всему периметру чехла. На углах я просто выкладываю шнур с небольшим закруглением. Когда шнур состыкован, получившийся стык закрываю. И теперь две детали чехла складываю лицом к лицу и стачиваю, стараясь попасть в строчку притачивания шнура. Углы подрезаю, а срез обметываю зигзагообразной строчкой. Теперь осталось лишь надеть получившуюся наволочку на подушку. Мне нравится, когда в зимние праздники мой дом наполняется яркими красками и разнообразными элементами праздничного декора.
и такая декоративная подушечка обязательно добавит настроение. Буду рада вашим лайкам, если понравилось. Оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями. Они помогают развиваться этому каналу. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.